Добрый день, меня зовут Вадим Уваров, я техлид команды геоаналитики в компании Теле2. В этом докладе я расскажу вам о том, как мы существенно усовершенствовали метод геолокации групп абонентов, применяемый при геоанализе в нашей фирме. В основе геоанализа в телекоме лежат события, генерируемые устройствами абонентов, то есть звонки, СМС, дата-трафик. Если мы последовательно соединим линиями базовые станции, на которых происходили эти события, то мы получим трек группы абонентов. Этот подход самый простой и рабочий, но у него имеется ряд недостатков. Во-первых, низкая точность геопозиционирования из-за того, что каждая базовая станция покрывает достаточно большую территорию. Во-вторых, эта методика не обеспечивает привязки трека к объектам карты. В-третьих, при таком анализе в треке остаются слепые пятна, то есть неизвестно, где находился абоненты между последовательными событиями на их устройствах. Перед геокомандой была поставлена цель вывести платформу геоанализа на качественно новый уровень. Для достижения этой цели мы сформулировали ряд задач. Во-первых, значительно увеличить точность геолокации групп абонентов. Во-вторых, получить возможность анализировать треки в привязке к конкретным географическим объектам, то есть к улицам, трассам, станциям ЖД и метро и так далее. В-третьих, исключить слепые пятна в маршруте передвижения, возникающие между местами событий в сети. После проведенного анализа научной литературы на эту тему, наш выбор остановился на методе под названием map-matching, или привязка к карте. Суть его заключается в наложении последовательности геометок на транспортный граф. Изначально он применялся для обработки GPS-треков. Такой подход, насколько мне известно, использует Uber для отображения точного местоположения автомобиля и пройденного им пути. Из-за высокой пространственной и временной разреженности событий сотовой связи нами была выбрана вероятностная разновидность мапмэтчинга, в основе которой лежит концепция скрытых марковских моделей. Скрытая марковская модель, или SMM, это стохастическая модель, которая в каждый момент времени переходит в новое скрытое состояние, генерируя при этом видимое наблюдение. Эта модель полностью описывается матрицей вероятностей переходов из одного состояния в другое, а также вероятностными распределениями наблюдений, порождаемых в каждом из состояний. Слева представлена схема полносвязанной SMM с 4 скрытыми состояниями. Справа же виден процесс того, как SMM генерирует последовательность. Стоит заметить, что условная вероятность перехода в новое скрытое состояние зависит только от одного предыдущего состояния модели. Это и есть марковское свойство. Такая модель открывает богатые возможности для вероятностного анализа различных последовательностей. Перейдем к формализации задачи мапмэтчинга с помощью SMM. Скрытыми состояниями в этом случае мы будем считать вершины транспортного графа. Именно последовательность вершин графа, пройденных группой абонентов, нам и нужно найти. Наблюдениями же можно считать базовые станции, на которых происходили события сети у абонентских устройств. Очевидно, что чем меньше расстояние от вершины до базовой станции, на которой произошло событие сети, тем более вероятно, что в момент события абоненты были именно на ней. Распределение этого расстояния на тестовых данных было близко к одностороннему нормальному. Поэтому вероятность наблюдения при условии нахождения в конкретном скрытом состоянии мы решили описать плотностью нормального распределения с нулевым ожиданием и некоторым стандартным отклонением. Аргументом функции при этом является расстояние между вершиной и базовой станцией. Стандартное отклонение – это один из гиперпараметров методики, а о его подборе будет сказано позднее. Теперь определим вероятности переходов между скрытыми состояниями, то есть вершинами. Сделаем предположение, что между двумя парами вершин на графе абоненты всегда движутся кратчайшим путем. Это предположение также освободит нас от перебора всех возможных путей по графу, что имеет огромную алгоритмическую сложность. Анализ тестовых данных показал, что распределение расстояний между последовательными геопозициями абонентов близко к экспоненциальному. Поэтому вероятность перехода из одного состояния в другое мы решили описать плотностью экспоненциального распределения с некоторым коэффициентом масштаба. Аргументом функции при этом является кратчайший путь по графу между соответствующими вершинами. Коэффициент масштаба бета – это один из гиперпараметров методики. О его подборе будет сказано позднее.
На рисунке видно, что более длинный путь имеет меньшую вероятность, чем короткий. Однако при выборе финального маршрута учитывается также близость вершины к базовой станции. Поэтому вполне возможно, что итоговый маршрут будет проложен через вершину в правом верхнем углу. После определения вероятности наблюдений и переходов мы можем воспользоваться марковскими свойствами модели и применить алгоритм Витерби для нахождения наиболее вероятной последовательности скрытых состояний. Этот алгоритм динамического программирования состоит из прямой части, где вычисляются наиболее вероятные промежуточные переходы между скрытыми состояниями, а также из обратной части, где эти переходы складываются в наиболее вероятную последовательность состояний. На этом слайде представлен алгоритм Витерби в формализованном виде. После получения последовательности наиболее вероятных вершин их следует соединить между собой кратчайшими путями по графу. На картинке исходный трек представлен синим цветом, а полученный с помощью мапмэтчинга маршрут – красным. Для оценки корректности методики в качестве образца использовались GPS-треки специальных устройств со вставленными в них тестовыми сим-картами, которые фиксировали базовую станцию, а также GPS-координаты устройства в этот момент. Проведенные эксперименты показали, что разработанная методика уменьшает медианное отклонение от образца на 400 метров по сравнению с обычными треками. Также с помощью этих тестовых данных можно подбирать начальные значения для гиперпараметров модели, которые уже затем стоит уточнять с помощью перебора по сетке или другими методами прямой оптимизации. Коэффициент для вероятностей наблюдений можно примерно рассчитать как стандартное отклонение GPS-координаты от координат базовой станции, либо как средний радиус покрытий базовых станций, если GPS-данные недоступны. Коэффициент для вероятности переходов, он же мат ожидания экспоненциального распределения, можно оценить сверху средним расстоянием между последовательными координатами GPS или базовых станций, если координат GPS нет. В результате проведенных исследований была получена методика проецирования маршрутов групп абонентов на транспортный граф. Она позволила существенно увеличить точность геолокации, а также восстанавливать непрерывный маршрут перемещения абонентов. Полученные маршруты состоят из ребер и вершин графа, которые могут быть сопоставлены с реальными геообъектами, например, с улицами, трассами, аэропортами, станциями ЖД и метро и так далее. Благодаря этому можно агрегировать посещение вершин графа, а также перемещений по ребрам графа за любой временной промежуток и по любому сегменту абонентов, что открывает широкие возможности для анализа. Также вид ребра, на который алгоритм приземлил абонентов, позволяет автоматически установить вид транспорта, на котором они перемещались в этот момент, то есть на автомобиле, поезде, метро или самолете. Таким образом, все задачи были решены и поставленная цель достигнута. Приведем несколько примеров практического применения разработанной методики. В данном кейсе необходимо было проанализировать трафик на основных трассах М из Москвы, а также параллельных им ЖД-направлениях. Заказчиком этого анализа был отдел развития сети компании Теле2, и его суть заключалась в приоритизации застройки этих участков базовыми станциями для улучшения покрытия сети на них. Не так давно вышел пресс-релиз РЖД о их совместном кейсе с нашей компанией. Необходимо было проанализировать перемещение между 81 парой российских городов, а также разделить этот трафик на общий и автомобильный. Мы успешно справились с этой задачей и надеемся, что эта аналитика принесет большую пользу РЖД в планировании маршрутов их пассажирских перевозок. Также одним из кейсов применения мапмэтчинга был анализ почасового трафика на главных улицах и мостах Нижнего Новгорода. Это позволило выявить интересные инсайты в транспортном поведении жителей города, а также определить часы и участки наибольшей нагрузки транспортной сети. Для тех, кто заинтересовался технической стороной представленной методики, я советую изучить следующие материалы. Во-первых, обстоятельный мануал по скрытым марковским моделям от Лоренса Рабинера. Также стоит посмотреть на статью по мапмэтчингу GPS-данных, которую я взял за основу своей реализации. Наконец, наша команда выпустила свою собственную статью в журнале T-Com
с описанием нашей реализации и проведенными исследованиями. Спасибо за внимание. Надеюсь, что было интересно. Буду рад ответить на ваши вопросы.